прикупил вот такой наборчик. Третьи сутки в пути. Ну, что ж, ребята, из дисбата. Подточил его, чтобы он туда зашел. Слава инструменту. Дальше ставил шланг, чтобы он во время, когда стукаю, чтобы он не выпадал. Как я двигаюсь, руки уже себе настукал нормально. Честно вам скажу, это довольно-таки тяжелая работа даже с инструментом. Вот так вот. Который стукает. А потом беру отверточку, вставляю вот тут и расшатываю. Пока так руками держал и поднимал, стукал, ничего практически не получалось. Только распределил вот эту нагрузку, получается. Можно взять короткую монтировочку или это и вот так вот брать на себя, типа натягиваешь и приподнимаешь. И так пошла сила удара максимально сильная. Что ж, гамнишка эта лопнула и не вытащила мне ни одну форсунку. Вот такой вот гамнишка. Что самое страшное в этой ситуации, это то, что движется зима, а все это дело я начал на улице. Так, что я делаю сейчас? Сделал вот такую приспособу, засунул ее под рогачик такой, там, засунул его под форсунку, сделал натяг тросом через, получается, через домкрат. Грубо говоря, конструкция колхозная. Ну, как говорится, в нашем случае, неважно как это сделано, важно, чтобы это все получилось. Создаю натяг, а ее шевелю со всех сторон. Что ж, ребята, из дисбата ни хрена не выходит. Вот так вот. Даже сила домкрата с натяжкой, с расшаткой форсунки ничего не дает. Заканчивается еще один день и не выходит. На ночь замачивал, тупо ничего не идет. Уже начал простукивать по бокам. Сломалась очередная приспособа. В эксперименте участвует моя любимая пена и уксус с содой. Тут стандарт. Вычищаю просто, наношу ликвимоль. Сегодня прикупил тросик, буду пробовать тоже зацепать саму форсунку. Тросик у меня будет изолированный в пластмассе, большую нагрузку выдерживать, надеюсь, его хватит надольше. Потом прикупил сегодня очистник дроссельных заслонок. Я взял щупы разных размеров, беру эти щупы, каждым вот этим щупиком дохожу до самого мелкого, стараюсь, так сказать, максимально пробить там отверстие. Трос, у него получается усилие 2200. Ввожу, закидываю, ставлю обычную гайку для того, чтобы они сошлись в центр и ему не хотело расходиться, тем самым я ничего не завязываю. Дальше пропускаю вот сюда. Ну и тут использую вот такой хомутик. Обычно, я думаю, вы знаете, что это за хомут. Очередной день на подходе. Не хочет оно выходить, хоть вы убейте. Натяг хороший создает. Я прям вижу, уже даже жилки начинают лопаться, но не идет ни на миллиметр. Вот так вот. Новые перчатки, новый спрей, новый день. Новые клещи. Клещи эти тоже сломались. Смывал я для карбюраторов вот эти все ячеечки. А на ночь заливал то, что для форсунок. Сегодня очередной день расшатывания, натяжки первой форсунки и новый спрей. Надеюсь, он, возможно, больше химичный. Может, где-то в одном спрее есть одна химия, в другом другая. Крутил здесь, чтобы был допуск для того, чтобы прокручивать. Опять одеваю этот съемничек.
Тут пришлось опять-таки дорабатывать, потому что оно всего чего-то не хватает, все как всегда. Ну, буду пробовать стукать дальше. Ну что, ребята, пусть она вся, конечно, у меня уже обкоцанная, но я ее вытащил. Можете посмотреть, что здесь происходит. Проезжал каждый день, можно сказать, по 70 километров. Приезжал, расшатывал, размочивал. Смотрите, что здесь. Я ее сделал. Неделя отмачивания, расшатывания. Вот видно вот здесь, сколько силы было применено. Посмотрите. Она аж позаплескивала там все. Все это дело буду отмачивать. Пружинка сюда ставится. А вот та шайбочка вот туда, вовнутрь. Сейчас это все промою. И назад все вставляю и закручиваю, собираю, чтобы ничего не потерять. Вот, ребятки, что происходит внутри. Чем дольше вы туда не лезете, тем труднее их оттуда вытащить. Чищу колодец. Как всегда, использую салфетки. Делаю такой конвертик. И закручиваю по кольцу. Потом беру эту салфетку, брызгаю спреем. Спрей уже не имеет какое значение, главное для того, чтобы он боролся с ржавчиной. И брызгаю непосредственно на саму салфетку, которая уже замотана. Ну, опускаю туда в колодец и прокручиваю там ее внутри. Тем самым вычищаю. По этим коцанкам видно, сколько сил здесь потрачено. Салфетку оставляю внутри. А на салфетку брызгаю средство. Тем самым салфетка мокрая в этом средстве. И на стенках будет чуть-чуть отходить. И не так быстро будет стекать. Стелюсь салфетки. И откручиваю. В тот момент, когда я почти открутил резьбу, теперь спреем это все дело промываю, чтобы оно все сбежала, а в конце, когда откручу, чтобы это можно было всю грязь эту убрать. Когда открутили, пробрызгали, все чистенько. Теперь его надо будет расшатывать так, что он так просто не выйдет. Можно докрутить резьбу до конца, он не выходит. Вот так вот расшатываем и по чуть-чуть тянем вверх. Будьте аккуратны, так как там пружинка. Открывается вот такой обзор. Пружинка выпадает, а внутри остается шайбочка. Не получалось вставить, пришлось открутить крепление трубки кондиционера. Вставился он сюда. Теперь что еще хотел подметить, вот сейчас я убираю все то, что там было полностью, и наношу туда уже соляру. Ну что ж, не вылазит оно все равно. Тут походу так с каждой будет тяжело, с пятой так особенно. Я вам советую, ребята, окошко-то не вырезать. Я вам скажу честно, оно не поможет. Если туда не подлезть сейчас, то даже если мотор опустить, я не знаю, что там можно использовать, если честно, то там настолько мало места, даже с вырезанным окошком. Я вам не рекомендую там вообще ничего вырезать. Хотя, возможно, когда вырезать окошко и опустить мотор, то тогда будет места побольше. Очередной раз возвращаюсь домой. Ну что ж, попробовал я тут третью форсунку вытаскивать. И я вижу, что она будет идти точно так же, как идут все остальные. То есть больше всего, что я этот процесс остановлю, так как близится зима. И так это затянулось довольно надолго. Дальше буду все-таки как делать. Машина будет нагреваться, охлаждаться, нагреваться, охлаждаться. Будет у меня длительная поездка. Я буду брать спрей от коррозии. У меня там прикуплено их достаточное количество. И в течение года я буду туда брызгать, на них брызгать. Буду
буду это делать в первую очередь для того, что металл будет у нас расширяться, и это средство в результате будет туда попадать. Ну и, конечно, в результате у нас все-таки она должна отстать, и весной, возможно, они просто повыходят сами по себе. Вот такая вот, ребята, длительная получилась история, которая дала мне огромнейший опыт с этими форсунками, так как применений было большое количество средств. Отдельно хотел бы поблагодарить Дима, спасибо за кислоту. Надеюсь, все-таки она довыжигает хотя бы резьбу, чтобы этот болт вышел. Так, вам спасибо за поддержку. Надеюсь, соберу его назад и хотя бы до весны доезжу нормально, так как все-таки я их расшатывал постоянно. Ну, будем заводить, будем следить, будем смотреть. Вот такая вот длительная получилась история со снятием форсунок. Всем удачи, всего доброго, пока.